Я приветствую вас, представители знака зодиака Рак. Таро расклад. Что ждет? Узнай будущее. Прогноз Таро на 10 дней на декаду с 21 по 31 января. Давайте узнаем подсказки карт на будущее, что изменит, может быть, ваши планы или события, каковы эти события ближайшего будущего, которые окажут влияние на вашу жизнь. У нас сегодня две колоды. Колода Оракул Ленорман и колода Таро. И колоде Ленорман мы не будем задавать вопросы. Мы позволим картам раскрыть нам ту ситуацию или последовательность событий, как они это представляют, или что они нам хотят сказать. Останемся, конечно, реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и вы переложите на ситуацию, которую раскрывают карты, обстоятельства своей жизни. И каким-то образом наш расклад будет вам полезен. Итак, что же за события ближайшего будущего ожидает ваш знак зодиака в последнюю декаду января до конца месяца? С чем это может быть связано? Обнаружила, что колода перевернутая. Мы рассматриваем только прямые значения. Итак, события ближайшего будущего для представителей знака зодиака Рак. Первая карта. Что с 21 по 31 января произойдет, случится, или чем наполнена будет ваша жизнь, какие обстоятельства, новости, может быть. На колоде Таро первая карта – неожиданность. Это то, чего мы не ждем. С чем это будет связано или какая, опять же, сфера жизни. Вторую карту мы достанем как карта вашей силы. Что вам помогает, что вам удается совершить или в чем вы наиболее сильны, продуктивны. По основным сферам жизни три карты мы достанем: дела, работа, бизнес, учеба, документы, любое дело. Энергия денег, личная жизнь. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте будем смотреть, что же по событиям. Прекрасно. Карта рыба, получение денег. Денежная карта, раз. И второй момент, путешествие, перемещение. Может говорить о смене планов. На заднем плане в этой карте показан кораблик. Это один из символов Меркурия, где-то перемены. Это может еще означать, как вы желаете перемен. Желаете завершить какую-то ситуацию. Или, может быть, какая-то поездка. Перемены и в ваших планах или каких-то намерениях и целях тоже может быть. Но все равно я должна сказать, что это одна из лучших карт по благополучию. Понятно, финансовому тоже, поэтому сразу где-то нам раскрывают, что деньги есть, деньги будут. Но, может быть, вам захочется рассмотреть несколько в ином ракурсе свою трудовую деятельность или откуда к вам приходят деньги, вот, к примеру. Вы можете совершать какие-то договоренности по части денег, финансовых соглашений в разных инстанциях. Вы здесь будете максимально продуктивны в том плане, что хочется именно на практике что-то совершить с точкой, получить как базис какой-то финансовый. Поэтому, в принципе, на финансы, на дела, то, что материализация какого-то вашего плана, как раз карта говорит, что будет проходить продуктивно, можно сказать, в этом ваша сильная позиция. У кого-то банально приходят именно деньги. Кольцо. Безусловно, это какой-то прочный союз, соглашение может быть с конкретным человеком, контакты. У кого-то это может проиграться в партнерских отношениях по бизнесу или с теми лицами, с которыми вы имеете договоренности, контракты, какие-то соглашения, может быть, в части бизнеса, или взаимодействие даже с руководителем. Ну, есть здесь те люди, которые вас буквально поддерживают, хотя у кого-то это будет означать личная жизнь, может быть и предложение руки и сердца. Перекладывайте на себя. Здесь не будет одного знаменателя. Мы все разные. Хоть вас и объединяет один знак зодиака, а тем не менее. Жизнь у каждого, она в своем каком-то контексте идет. И значит, есть среди вашего ближайшего окружения как минимум один человек, кстати, который может вам и прийти и на выручку. И даже если мы по финансам говорим,
какая-то патовая у вас ситуация по финансам. Это значит, кто-то вас выручит финансово. Или вы закроете какой-то платеж, совершите подписание какого-то важного, принципиально даже, я бы сказала, важного документа. Вы с чем-то определяетесь в эти 10 дней и можете на кого-то положиться. Давайте третью карту откроем. Выпадает у нас змея, конечно, это иногда говорит о страсти, ну, прямо скажем, иногда. Это мудрость в первую очередь. Но все же не замечтаться хорошая практика, потому что карта может также символизировать о том, что в вашем окружении есть человек, который, ну, ему, может быть, не совсем нравятся все ваши планы. Или он преследует какой-то свой план, и, понятно, себя он поставит на первое место. Иногда эта карта говорит, что за нами могут наблюдать, вы кому-то интересны, но тогда и вам где-то не плашать. Тоже карта говорит о себе много не рассказывать, не делиться своими идеями, к примеру. Идею тоже можно украсть. Быть всячески осторожными. Где-то как вот энергия по этой карте змея. Вдумчивость, аккуратность, где-то неспешность. Может быть, неспешность в какой-то нужный момент времени. Вполне вероятно. И мы знаем, что как рывок змеи, он бывает молниеносный тоже. Поэтому вполне вероятно, в эти 10 дней будут и те дни, когда словно пауза, или это напоминает паузу, или просто спокойное течение жизни, когда вы наблюдаете, анализируете, или выполняете даже какую-то свою обычную рутинную работу, договоренности. Но, может быть, и будет тот день, когда вот просто нужно быстро решать какой-то вопрос, не откладывая его на потом. Опять же, опираемся на мудрость, потому что в первую очередь символ змеи – мудрость, мои дорогие. Давайте откроем четвертую карту. Вот от начала до конца, вот эта декада января, она вам способна принести, как и больше уверенность в собственных силах, решить некоторые вопросы по части финансов, может быть, по части документов, определиться с партнерскими отношениями, если для кого это актуально. Если в вашей семье, значит укрепить, упрочить ваши взаимоотношения или построить даже какие-то планы на будущее. Что-то все с материальным миром связано, или пусть это те вопросы, где-то они касаются документов, важных подписаний, ваших планов на будущее, у кого-то переезд, у кого-то смена места жительства далеко, у кого-то проиграется смена работы. Но в конечном итоге вы подводите этот баланс, потому что многие вопросы у вас как раз решатся положительно. Будет, как и человек, который вас поддерживает, в итоге карта дерева – это словно якорь. Дерево уходит корнями глубоко в землю. Вот вы прочно стоите на земле, на ногах, как будто, да, вот такой прообраз. И поэтому, правда, ваши намерения на эти 10 дней, скорее всего, воплотятся в жизнь. По крайней мере, по этим 4 картам у вас есть все условия для этого. Но даже если по аркану змея нам выпадает и говорят, ну, будь внимателен, значит, мудрости у вас хватит разрулить, может быть, какой-то сложный вопрос. В итоге вы останетесь довольны. Давайте мы неожиданность. А ведь правда, у кого-то страсть. Напрямую. Карта 15-го аркана дьявол. Да, это есть страсть или то, что мы очень хотим осуществить. Это то, когда нам хочется сделать чересчур что-то или сделать по-своему. И нужно быть осмотрительным. Всегда 15-й аркан в хорошем плане, кстати, проигрывается на деньги. Это все же карта материализма. Также 15-й аркан говорит о том, что физических и эмоциональных сил хватит для того, чтобы осуществить задуманное или что-то преодолеть. Но помни, что если мы сделаем что-то чересчур или словно заигравшись, тогда игра переходит в какую-то опасность. Поэтому не теряйте связь с тем, что происходит вокруг вас, что говорят люди. Вам приходится здесь анализировать и быть мудрым. Где-то, может быть, и себя останавливать от поспешных действий или неправильных действий, но в неожиданностях именно что-то хочется осуществить. Я должна сказать, что чаще всего, когда выпадает 15-й аркан у меня и в неожиданностях, то для тех из вас, кто ждет деньги, какую-то сумму, может быть, гонорар, не получалось вследствие разных причин получить как раз то, что вы уже заработали. Скорее всего, вы это получите, потому что по 15-му аркану
Даже если нам положена крупная сумма денег, скорее всего, в этот период она к вам приходит или доходит наконец до вас. И тут тысяча, опять же, могло быть каких-то препонов. В неожиданностях здесь может быть и какая-то очень сильная связь. Все-таки у нас кольцо, карта страсти. Это вы к какому-то лицу можете испытывать сильное физическое притяжение. Но опять же, не делайте ничего чересчур. Будьте где-то внимательными. Давайте с вами посмотрим, в чем же ваша сила. Вот сила как на грани, да, по нулевому аркану. Посмотрите, у вас 2 старших аркана. И в эти 10 дней на вас будут влиять события извне. Может быть, оказывать влияние будут и ваше окружение. Кто как думает, или как вы с конкретным человеком договоритесь, или вы проясните какой-то вопрос. Здесь определенно есть хороший посыл для себя сделать что-то правильно. Но все же, в чем ваша сила? Отчасти нулевой аркан нам говорит о чем? Новая как фаза жизни, новая эпоха жизни. Здесь не нужно пытаться снова что-то или старым методом словно начать заново и думать, что мы получим какой-то эффект. Вряд ли. Тут будет сила в ваших новых методах работы или в новом подходе для решения вопроса. Или даже если у кого-то, к примеру, по части личной жизни – ну, была либо ссора, либо вы не смогли договориться, либо был какой-то тонкий нюанс, который был как камень преткновения. Вы можете тоже решить вот эти скользкие какие-то вопросы, но делать это нужно аккуратно. Может быть, где-то вам и придется, ну, так вот сухим из воды выходить. Я могу такое предположить по 15-му аркану и нулевому. Здесь, с одной стороны, наше желание, оно может, как знаете, по максимуму быть или какой-то предел превысить. И хочется одним рывком решить сразу все вопросы и в один момент. Но сглупить-то мы ведь тоже не должны, понимаете, в чем ваша сила. Да, карта говорит, когда ты используешь что-то новое или идешь словно в новое, или пользуешься, может быть, поддержкой нового человека или советом просто деловым каким-то новым, но когда тебе приходится что-то делать совсем не в том формате, как ты к этому привык, тебе это будет помогать. Мы себя словно отстраиваем заново или пытаемся как-то по-новому решить вопрос. Для кого-то банально проиграется, что вы сменили работу, и где-то тогда на новой работе у вас откроются прекрасные перспективы. Но осторожные шаги, именно осторожные, нам придется еще совершить. Но у кого-то из вас это будет говорить о том, что страсть может затмить глаза. И это я тоже допускаю. Переложите на свою жизнь, как эти карты откликаются в вашей душе. Давайте перейдем к основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. А вы знаете, правда, тут что-то не будет, как прежде. Третий старший аркан – башня. И прообраз башни – это у нас всегда прежде была тюрьма или какой-то период ограничений. И правда, кто деньги не получил, деньги придут. Кто, к примеру, не мог подписать какой-то документ, были препоны, какие-то задержки, скорее всего, в эти 10 дней вы уже будете видеть. Будет в конечном итоге готов этот документ или мне, вам нужно действовать как-то по-другому. Здесь, опять же, о завершении нам говорят. И ваша сила в новизне, в новом каком-то подходе для решения вопроса, может быть, касаемого соглашений, денег, пересмотров контрактов, как и брачных контрактов, так и контрактов по работе или по бизнесу, потому что старая система не работает. Вот об этом нам говорят карты. С одной стороны, это для вас открывает новые перспективы. Но состояние невесомости какой-то у вас может быть в эти 10 дней. Именно потому, что прежний период закончился, а новый, он пока еще не отстроен. Вы к чему-то не адаптировались или не привыкли. Здесь все как с нуля или как будто все в новинку. Может быть, это даже те вопросы, которые вы, мои дорогие, решали всегда. И для вас они были совершенно очевидны, и это не было сложно. Значит, либо обстоятельства, либо у кого-то руководитель, новая концепция, новая какая-то система, может быть, начинает работать, когда вам приходится себя перестраивать. Поэтому будьте внимательны. Здесь нужно будет на что-то решиться. И правда, с учетом аркана змея, возможно, куда-то и
не опоздать. Мне очень хочется достать еще одну карту, чего это может касаться или с чем это может быть связано. Рыцарь жезлов — это тот, который готов к любым неожиданностям. Но обратите, наша девушка, которая изображает рыцаря, она счастлива, она смеется, она довольна. Поэтому любой драйв лучше какого-то стоячего болота. Поэтому драйв, правда, будет. Где-то будут и спокойные моменты, но где-то придется быстро, может быть, куда-то поехать или с кем-то встретиться, проговорить что-то. Правда, вы подводите итоги десятка мечей. Мы закрываем в прошлое дверь. Но это не просто, когда мы закрыли и остались словно за воротами. Нет, вы уже знаете, что вы будете делать. У вас, правда, сильная позиция. Но искусство мелких шагов, наверное, вам не помешает. Что же еще по аркану башня? Тут самое главное не замечтаться. Вроде как и в дверь прошлое закрыть, не пользоваться старыми методами. Ну или обновить их каким-то образом. Может быть, тонкие штрихи какие-то внести и сделать что-то, ну, несколько иначе. Или так, как от вас не ждут люди. Почему бы и нет? И в то же время не надеяться на призрачную удачу. Здесь нужно надеяться на самого себя и где-то быть к неожиданностям. Кто знает, 3 старших аркана могут свидетельствовать о том, что как открывается какой-то период, когда в принципе к вам могут приходить неожиданные новости, неожиданная информация. И с одной стороны, это вам будет нравиться, это будет интересно, но это каждый раз будет требовать от вас каких-то совершенно новых энергий. Что же по части денег? Император. А ведь у кого-то, правда, согласование с банками, подписание важных документов, которые в конечном итоге сводятся к финансам. Кто-то может вам из ближнего окружения помочь финансами или помочь дельным советом, как решить какой-то вопрос, который касается либо недвижимости, либо имущества, либо, может быть, и какой-нибудь декларации или составления важного документа. В конечном итоге все сводится к деньгам или к финансам. По аркану император проходит система, мы не идем против системы, системы власти. Мы здесь больше договариваемся, и вам договариваться придется. Не настаивайте, кстати, на своем. И может очень захотеться сделать по-своему. Но чтобы себе не навредить, вот аркан змея тоже тогда нам говорит, будьте мудры. Мудрый император — это где-то ваши энергии. Вы тоже можете прочувствовать свою силу именно потому, что решается какой-то финансовый вопрос. У вас в эти 10 дней словно облегчение может быть в плане как на душе, как легче становится. Либо какой-то путь, дорога открывается или возможность, либо вы действительно закрываете какую-то сложную тему, которую не удалось закрыть прежде, либо получаете деньги, и у кого-то это может быть крупная сумма денег. Так вот, мудрый император, он ставит перед собой цель и к ней идет. Но он понимает, что две составляющие мы не изменим. Это людское мнение — раз, и обстоятельства жизни, которые сваливаются нам на голову — это два. И поэтому он готов мелкие планы корректировать. Поэтому у вас сильная позиция. Но будьте готовы как и к неожиданностям, так и корректировать мелкие планы. Что же в личной жизни? Фантастика. У вас все старшие арканы, мои дорогие. Сама фортуна, наверное, колесо фортуны — это карта удачи, берет над вами шефство. И наша девушка, которая изображена на карте, обратите внимание, волшебный танец на цыпочках, на колесе вращающемся. Поэтому, правда, быть готовым к неожиданностям определенно стоит. Может быть, какая-то новость, которая приходит извне, влияет на ту или иную сферу вашей жизни, и начинаются перемены именно с чего-то одного, но они повлекут за собой более какие-то глобальные изменения или перемены в остальных сферах жизни. Здесь чего-то важно не упустить. У кого-то возможность, правда, связанная с поездкой или переездом. Или когда вы будете обсуждать вопросы, может быть, по части бракосочетания, придете к выводу, что пора. Или вы о вашем партнерстве задумаетесь. Может быть, к примеру, вы уже в партнерских отношениях или вы семья. Здесь для кого-то из вас может быть такая тема. А почему бы нам не создать семейный бизнес? Я вполне это допускаю с учетом всех карт. И подвигнет на подобное решение, может, по крайней мере, подвигнуть тот факт, что обстановка каким-то образом меняется, или работа ваша, тоже какие-то условия меняются, и вам захочется вообще концепцию работы или откуда к вам приходят деньги
тоже пересмотреть. И будет и меняться одновременно личная жизнь. Ну, перемены на пороге, нечего мне сказать. Но, наверное, быть осмотрительным, мудрым, куда-то не торопиться, если вы сталкиваетесь с той темой, которой вы не владеете хорошо. Может быть, уточнить, найти по мелким составляющим, разбить что-то сначала, как на мелкие детали. И каждую деталь уточнить, как это работает в отношении вас. Или что-то просчитать, чтобы не сглупить, да. Но мы идем вперед по всем картам. И пройдите той дорогой судьбы, мои дорогие, или теми возможностями, которые открывает как раз для вас Вселенная или высшие силы, назовите это как угодно. Здесь плыть против течения явно не стоит, а стоит как раз по течению и при этом осмотрительно. Давайте узнаем карту совет. А ведь правда, Паш Пентакли – это тот, который готов учиться. Вам придется еще, это какая-то начальная стадия, Паш, потому что. И нам еще придется пройти какой-то путь. Нам придется адаптировать, может быть, и самих себя. Или с какой-то новой организацией, может быть, душевной, приступить к тому решению того или иного вопроса. А может быть и физически. У кого-то график работы меняется. И себя нужно тоже организовать на что-то другое. Кто-то из вас прочувствует, что мне необходимы знания, и начнет подумывать, а не начать ли мне учиться или осваивать какую-то профессию, или более в простом таком варианте не освоить ли мне какое-то ремесло, навык, когда я точно не останусь, ну, буквально без куска хлеба и масла заодно, будь это так. И ремесло, тот, кто владеет ремеслом, где бы он ни находился, он, правда, он всегда найдет себе путь, дорогу и не останется с полным нулем. Это на самом деле уметь что-то делать своими руками. Вот здесь, правда, есть какое-то изучение. Ну, у кого-то это может быть, к примеру, изучение языков. Или кто-то начнет учить, может быть, правила дорожного движения. То есть самые разные направления. А кто-то из вас надумает делать карьеру и поймет, что мне нужно именно для новой должности. К примеру, знать законы. Или как-то углубиться в вашей профессии, которую вы тоже вроде бы знаете. А перемены происходят. Поэтому и они вас где-то будут склонять к тому, что новый жизненный этап. Его не пройдешь с каким-то прежним шаблоном или с прежними правилами собственными. Здесь приходится перестраиваться и адаптироваться, причем во всех сферах жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.